Всем привет! Сегодня у нас будет некий экскурс в прошлое, и я вам покажу довольно старую масштабную копию, давно снятую с производства. Мы рассмотрим изделие в масштабе 1:43 от бренда Starscale Models. И это советский военный полноприводный автобус АС-38. Эта модель впервые появилась в продаже в 2014 году. На тот момент ее стоимость составила 3650 рублей. И тогда ССМ показал два варианта окраски этих автобусов. Первая машина была в полностью темно-зеленом цвете, как раз этот автобус мы сегодня рассматриваем, а второй автомобиль был в двухцветном варианте, светло-зеленый верх и темно-зеленый низ. И также чуть позже эта модель появилась в наборе для самостоятельной сборки AVD Models. У этого автобуса металлический корпус, остальные детали сделаны из пластика. И у меня часто спрашивают, стоит ли покупать определенную масштабную копию, что я думаю о современной журнальной серии, будут ли обзоры на эти автомобили. И в частности, много людей спросило по поводу свежей новинки из серии «Наши автобусы» от Modimio. У них под номером 27 заявлен точно такой же АС-38. И при беглом осмотре по фотографиям вроде особых отличий от модели под брендом SSM и нету. Единственное, дворники из пластика, а не из фототравления, и отсутствует дисплей-кейс. Но все ли так хорошо у журнальных изделий? И на мой взгляд, эта модель не уровня SSM, и именно по этой причине я ее не покупал, когда она была новинкой в 2014 году, а взял ее с хорошей скидкой в одном крупном российском интернет-магазине. И со скидкой эта модель продавалась в районе 2000 рублей, как раз точно такая же цена, как за современную журнальную серию. И в журнальной серии такой автобус предлагается в двухцветном варианте окраски, темно-зеленый верх и светло-синий низ. Довольно интересное сочетание, но вопрос, были ли такие автобусы в таком цвете в реальной жизни. И повторюсь, я взял классический темно-зеленый вариант, на мой взгляд, это самый подходящий цвет для этого автомобиля. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на автобус поближе, выскажу свое мнение, что мне понравилось у этой модели, что не очень. И также я вам приготовил еще одну полноприводную барбухайку АПП-66, тоже от Starscale Models. Для сравнения мы можем посмотреть, чем автобусы отличаются друг от друга. И если сравнивать автобус АС-38 с АПП-66, то вторая модель мне нравится больше. У нее лучше детализация, больше мелких навесных деталей. Тут голая болванка и такое ощущение, как будто костромские товарищи еще тогда знали, что они впоследствии переключатся на изготовление изделий в рамках журнальной серии. И вот именно такое ощущение, как будто эта модель изначально и затачивалась под современную журналку. И давайте мы посмотрим на то, как изготовлена эта масштабная копия. Стоит отдать должное, модель вполне аккуратно собрана и хорошо окрашена. Если, например, сравнивать этот автобус с современными костромскими китайскими изделиями, то эта модель намного лучше. И как будто это какие-то забытые технологии, которые невозможно воспроизвести в 2021 году. Если посмотреть на то, как сделан салон данного автобуса, то каждое сиденье окрашено коричневым цветом. Правда, сиденья на этом варианте сильно упрощены, отсутствуют поручни. И опять же, повторюсь, такое ощущение, как будто передо мной журнальное изделие, а не более премиальный бренд Starscale Models. То, что понравилось, это габаритные огни на крыше, прозрачные детали, задние фонарики окрасили красным лаком, также вполне хорошо смотрятся зеркала заднего вида. Но есть один момент, если поставить рядом ГАЗ-66 от того же Starscale Models, то у него будут более крупные зеркала. Вроде бы на настоящих автомобилях они должны быть одного размера. Дворники из фототравления более-менее нормально получилось изготовить облицовку передней части. Правда, вид портят черные точки на крупных круглых фарах. И, конечно, тут сразу нужно удалять литник, делать подложку из фольги или же заменять эту технику на что-то другое. Например,
на наборы от студии 3А. Но опять же, получается, нужно приобретать каждую модель, набор запчастей, тратить свое время на их доработку. Не слишком ли много вещей за такую цену? Понравилось, как сделаны поворотники. Также обозначены габаритные огни, вполне хорошие колесные диски. И также на этом автобусе, можно сказать, удачные покрышки, присутствует боковая маркировка и вполне хороший протектор. И я смотрю, на более современных костромских изделиях стоит уже хорошая качественная резина, и не всегда ее обязательно нужно менять на более качественный аналог от Maestro Models. Также присутствуют небольшие поворотнички на боковинах корпуса автобуса. Есть маленькая дверь, ручки на дверях просто обозначены серебристой краской. Довольно маленькие окошки, и из-за того, что остекление это толстый прозрачный пластик, складывается такое ощущение, как будто это бронированный автомобиль. Сзади присутствуют круглые фонари, они окрашены красным лаком. Также есть цепное устройство, оно статично, не функционально, как на изделиях от Deep Models. И можно открутить этот автобус от подставки, посмотреть, как у него сделана нижняя часть. И проработка ходовой части вполне приличная, даже по современным меркам. Но опять же, пластиковая рама, пластиковые мосты, конструкция не очень надежна. И, конечно, хотелось бы видеть хотя бы на моделях из премиального сегмента, к коим относят себя Start Scale Models, металлические рамы. Два топливных бака, также окрасили выхлопную трубу, плашку двигателя, вполне реалистично сделана передняя балка. Можно убрать крепежный элемент, задний мост. И, повторюсь, конструкция довольно хлипкая. Как видите, все здесь очень свободно гуляет. И давайте для сравнения покажу вам второй автобус АПП-66, который, повторюсь, мне нравится больше. И как раз наглядно видно, у этого автобуса лучше проработан салон. Присутствуют поручни, хотя их почему-то окрасили в цвет сидений, а эти детали должны быть серебристого цвета. И у этого автобуса крупнее окошки, сквозь них лучше просматривается рабочее место водителя. Точно такие же зеркала заднего вида, правда, они установлены по-другому. Точно такие же стеклоочистители из фототравления, присутствует шильдик из фототравления. У этой модели также мне больше нравится, как проработана светотехника. Без черных точечек, хотя линзы тоже, на мой взгляд, не самые правдоподобные. И тут отсутствует рефлектор на стекляшках. Колесные диски у этой модели точно такие же, как на предыдущем варианте, только на АС-38 они окрашены черным глянцевым цветом, тут просто из пластика. Точно такие же покрышки, ручки на дверках уже в виде небольших отдельных элементов, присутствуют поворотнички, и у этого автобуса хорошо сделаны задние фонари, правда, почему-то полностью элемент красного цвета. Нужно было хотя бы обозначить поворотники оранжевой краской. Давайте открутим этот автобус от подставки, посмотрим, как у него сделана нижняя часть. И точно такой же АПП-66 выходил в рамках журнальной серии «Наши автобусы» под номером 17. Там модель была, по-моему, тоже в двухцветном варианте окраски. Особых упрощений по сравнению с этим вариантом у нее тоже не было. Но опять же, если мы возвращаемся в 2014 год, это не совсем уровень ССМ. И получается, просто использовали ту же форму, и модель продают по большому счету за те же деньги. Так, зачем покупать журнальную серию, когда можно было в свое время за эти же деньги приобрести более качественный вариант от Start Scale Models. Тут уже лучше проработка ходовой части, присутствуют карданные валы, правда, не окрасили нижнюю часть двигателя. И эти модели, еще раз повторюсь, отлично смотрятся на полке рядышком друг с другом. И пишите ваши комментарии, есть ли у вас в коллекции похожие автобусы,
из какой серии вы их приобрели, журнальная или более дорогостоящая под названием Start Scale Models. И, кстати, если вы возьмете такой AS38 из журнальной серии, будет интересно узнать, у него тоже растопырена юбка или уже сделана более правильно. Это одна из проблем именно варианта SSM. Возможно, какая-то технологическая ошибка, возможно, модель вынимали из формы, когда материал не обрел полную крепость. Но вот такой элемент встречается в 99% на этих моделях. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой основной канал. Там тоже регулярно выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.